Здравствуйте, мои дорогие подписчики, садоводы, цветоводы. Сегодня будет очень интересный ролик на тему цветоводства. Сегодня я вам покажу, как правильно посадить и ухаживать за таким хорошо всем известным и очень декоративно и интенсивно цветущим осенью растением. Это растение еще называют, и неспроста, заслуженно, его называют королевой осени. Сегодня я вам расскажу, как правильно посадить, как выращивать, как ухаживать за хризантемой мультифлора. Это растение, пожалуй, не имеет конкурентов по пышности и по красоте цветения в такой период, когда уже все цветы, практически уже все отцвели. И вот как раз осенью и в конце осени, практически до самых заморозков, оно способно создавать такие краски на наших цветниках, на наших дачах, приусадебных участках, что глаз оторвать невозможно. Это простое выращивание растения, но есть некоторые особенности при посадке и уходе, на которые стоит обратить внимание, и я вам сегодня расскажу. Как обычно в начале, я предлагаю вам подписаться на канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Если у вас останутся вопросы, задавайте их в комментариях. Также в комментариях поделитесь вашим опытом выращивания хризантемы в ваших условиях. Оптимальное время для посадки хризантемы мультифлора – это конец мая, после того, как минует угроза ночных заморозков. Чтобы цветение было максимально пышным, сажать хризантему желательно на хорошо освещенных солнечных местах. Почва должна быть плодородной, рыхлой, нейтральной или слабокислой реакции. Первое, что нужно сделать, это хорошо полить емкость с хризантемой водой. Это нужно для того, чтобы корни при делении куста меньше травмировались и растение быстрее прижилось. Я переворачиваю горшок и осторожно извлекаю растение вместе с комом земли. Далее разделяю растение на несколько частей. На каждой части должен быть хороший корень и как минимум один побег. Второе. Готовлю посадочную траншею глубиной примерно 15 см. Корни у хризантемы поверхностные, поэтому заглублять ее не нужно. В траншею добавляю небольшое количество комплексного минерального удобрения с микроэлементами. Сажаю растения без заглубления корневой шейки. Это важно. Так как у меня кустики небольшие, расстояние между растениями я оставляю примерно 15-20 см. Если у вас старые большие кусты хризантемы, то между ними нужно оставлять минимум 30 см. После посадки я обильно поливаю растения, чтобы почва хорошо прилегла к корням. Третье – это мульчирование. Рекомендую вам замульчировать молодые посадки хризантемы. Так как корни у нее поверхностные, то при пересыхании верхнего слоя земли растение может подсохнуть и потерять декоративный вид. Для хорошего роста и пышного цветения хризантеме необходим регулярный полив, прополка и рыхление почвы. Мульчирование подавляет рост сорняков, предотвращает пересыхание почвы и благоприятно влияет на рост растений. В качестве мульчи я использую природный материал. Это опавшая еловая хвоя. Набрать ее можно в изобилии под елями, в лесу или парке. Четвертое – это прищипка верхушки побегов или точки роста. Сделать это можно сразу при пересадке или в течение недели. Это делается для формирования хризантемы шаровидной декоративной формы. Кусты становятся более приземистыми и пышными. Пятое – это защита и профилактика от вредителей и болезней. В течение лета обычно проводят 2 или 3 обработки баковой смесью фунгицидов и инсектицидов системного действия. Как сохранить хризантему в зимний период, у меня есть отдельное видео на канале. Друзья мои, всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что данный ролик вам понравился. Если понравился, обязательно поставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видеоролики. Всего вам хорошего, до новых встреч!